Ох, как приятно снова двигать конечностями, руками и всем подряд. Вовремя я вернулся. Пришла пора, чтобы весь ужас собрался, чтобы отпраздновать самый мрачный праздник года — Хэллоуин. Пора повестить старых друзей. Ах, Джек, давно не виделись. Ага, спустя год. Все равно, как дела? Все странствуешь по земле в виде духа? Только на одну ночь я получаю тело, и ты знаешь, на какую ночь. Хэллоуин! Ух, какое веселье будет! Ты всех уже позвал? Нет, первый решил тебя оповестить. Думаю, что определить мое местоположение тебе не составит труда. Конечно, я приду. Обязательно приду. Кто же станет моим ужином на сегодня? Джек? Он самый. Духи не такое умеют. А ты совсем не изменился. Да, я сейчас немного тороплюсь. Просто хочу тебе напомнить, что сегодня Хэллоуин. Хэллоуин? Вот в такие дни я особенно голоден. Надеюсь, что мне достанется самый большой кусок говядины. Или свинины. А лучше и того, и другого. Ничего не могу обещать. Ты сначала доберись. Я уже в пути.
А вот и мумия неизвестного фараона. Приветствую, Джек. Я спешу тебе сообщить, что сегодня Хэллоуин. Уже Хэллоуин? Надо же, а я вот в своей пирамиде и саркофаге лежу. Ход времени давно так потерял. Ну, теперь знаешь. Мы одного уже тебя ждем. Ты остался. Да, вас не хватало весь этот год. Не хватает еще одного. Пора пробудить само воплощение тьмы, которое вселяло ужас в людей долгие века. Графа Дракулу. Я взываю к тебе, темный повелитель летучих мышей. Поднимись из гроба и явись на свет луны, ибо время пришло. Видимо, очередной год пролетел. Приветствую вас, кошмары. Джек, ведьмочка, оборотень и даже ты, мумия. Как же я ждал этой ночи. Тогда пошли тусить и веселиться? Еще как, давно пора. Предлагаю состязание, как в старые добрые. Узнаем, боятся ли нас люди до сих пор, а кто больше всех напугает, тот среди нас и самый великий и страшный. Это было круто. Взрослые визжали, как дети. Джек идет. Ну что, как вы? Я забежал на скотобойню. Там были мужики. Они как раз своим делом занимались, пока я подкрадывался. И в один момент, когда другие людишки перевозили сырое мясо, я выскочил из укрытия. Они изначально приняли меня за обычного волка и уже решили пойти на меня с пневматическими пистолетами для скота, которых у них не было. Но я встал на задние лапы, и те оцепенели от ужаса. А вот я увидала группу молодых подростков, которые болтали непонятно о чем. Я просто подошла к ним впритык, а они вообще не заметили меня. Тогда я достала из своей бутылки одну из дохлых жаб и кинула одному на голову. А жаба такая склизкая, еле держалась на его голове. И как только тот пацан осознал, что на нем сидит, тот резко дернулся, сделав вид, что не испуган. Но это как раз я и смогла разглядеть. А двое других обернулись, и как только заметили меня, те пошли догонять своего друга. Кродясь в темных переулках, я увидел группу молодых людей в костюме императора, одного парня и 4 девушек. Я издал легкий шорох и начал медленно подходить к тому пареньку, который, видимо, был главный. Его коленки начали дрожать, и как только я издал один хрипящий звук, он вместе со своей компанией пятились назад. Однако в этот момент я создал песчаную бурю им вдогонку. В итоге последнее, что я увидел, так это их убегающий от меня с песком в волосах. А как ты, Джек? А я встретил молодую пару в переулке. Одна девушка небывалой красоты. Рядом с ней шел молодой взрослый парень, а ее взгляд был сосредоточен только на нем. Они вместе болтали о чем-то, но я даже их имена смог как-то услышать. Ян и Настя вроде. Я посмотрел, куда они направились, и специально их обогнал. Я спрыгнул с крыши здания, приземлившись прямо перед ними, лихо снял свою голову и прорычал во весь голос, словно демон из ада. И самое забавное,
что тот паренек завизжал, как 7-летняя девочка, увидевшего паука на окне. Ну а его спутница просто потеряла сознание. Вот умора. Так, я послушал во всех. А что у тебя, Дракула? Да ничего особенного. Приятно было видеть лица испуганных прохожих. А какие еще планы на этот год? Просто за последнее время провожать Хэллоуин становится все скучнее и скучнее. А что-то не так? Да вот тут только есть один момент. Разве у вас не сложилось впечатление, что люди стали меньше нас бояться? Конечно, не все, но некоторые. Неужели? Да у них фольклоры, вот и привыкли, наверное. А ты как будто нет. Так я и не часто появляюсь в мире людей. И вообще, у тебя, Джек, предназначение быть символом праздника. В твоей-то голове мозг не высох еще? Не только люди страдали за меньшую грубость, ведьмочка. Никто этого не отрицает. Но что вы ссоритесь, словно вам по 40 лет? Вот почему-то всего в 5. А я, между прочим, круглый год лежу в саркофаге, а Дракула в гробу. Слушайте, ну знаете, дело в том, что... О, глянь, как побежал. Догоним? Не знаю, стоит учесть все за и против, потому что мы не можем знать, какие шансы. Не время разъяснять, убежит же! В погоню! Дядь Мохара. А? Стоять, молодой! Некуда бежать. Стойте! Не делайте этого! С какой это стати? Ну сами посудите. Выпить кровь, считать людей мешками с костями, не перебор ли? Да Хэллоуин, ну разве стоит опускаться до такого уровня? Мы чтим вас, кошмары, но не проще ли будет жить в мире и согласии? Да будет нелегко. А было ли вам легко? Тебе, Джек, бродить по земле без тела, в полном одиночестве? Или вам, мумия и Дракула, быть заточенными в гробу и саркофаге? Оборотень, никогда не стать человеком вновь. Ведьмочка, страдать от недостатка внимания. От того, что вам не с кем поделиться этой болью. Поэтому вы злобные. Позвольте хотя бы нам дать вам шанс сделать выбор. Попробуйте провести праздник уже с нами. Сделать этот единственную ночь в году для вас лучшей. Ведь не важно, сколько вам ждать до следующего Хэллоуина. Главное, что все мы связаны. Связаны тем, что находимся тут. Если Хэллоуин для многих и не праздник, то это просто день, который весело провести время в компании. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be. Spirit supernatural, or shy what's
bags of bones seem so unsafe. It's semi-serious.